Ну, для меня гордость – это такое чувство преодоления, когда соревнуешься не с соперниками или обстоятельствами, а с самим собой. Ты перебарываешь свой страх, свою лень, и ты вот чувствуешь, что ты растешь. Гордость для меня — это чувство внутреннего достоинства. Просто я поставила себе цель и благополучно к ней пришла. Это связано, со спортивной деятельностью. Да, было тяжело, но это того стоило. 3-й уровень блока. Мне кажется, 4-й. 4-й пока не было, но 3-й был. Гордость, это, мне кажется... Доехать в прокат чисто. Ну, это тоже, да. Без усилий вообще. Вышел, проехал, все, ушел. Чувство гордости, когда ты сделал что-то для кого-то или же для себя, и это принесло какой-то ожидаемый результат. Наверное, так. Я считаю, что гордость — это когда сегодня ты стал чуть лучше, чем вчера. В какой-то степени, возможно, это что-то близкое с удовлетворенностью. Например, гордость за себя. Это в какой-то степени удовлетворенность. Когда у Кати все получается, я горжусь ей. Когда я сделал чистый прокат, прям совершенно чистый, с дорожками 3-го уровня. Я считаю, гордость — это когда ты чувствуешь, как вы одинаково катаетесь. Да. Вот это чувство. Гордость за свою партнершу, когда она откатала прокат, и мы довольны и пошли домой. Я, наверное, не испытываю гордость. Но это странное чувство. Это грех, гордыня. Гордость, когда ты преодолел себя, несмотря на различные тяжелые обстоятельства. Бывает гордость за кого-то, когда ты представляешь свою страну и достойно ее представляешь. Гордость за себя, наверное, за кого-то еще. За маму я гордость испытываю, за папу гордость испытываю. Гордость, наверное, это триумф, какая-то немного самолюбования как будто. Последний раз испытывали это чувство, я, наверное, когда проехали чисто обе программы в Магнитогорске. Гордость и за Семена, и за себя, и за тренеров наших, которые нас к этому привели. Эйфория. Эйфория — это прокатик чисто проехать. О, да. Вот это эйфория. Воодушевленно очень, очень воодушевленно. Так вот на подъеме прям много сил у меня как появляется. Как-то настроение сразу улучшается, сразу так. Смешанное чувство, там и удовлетворение, и радость, чувство то, что все закончил, выполнил, точку поставил, хочется радоваться бесконечно. Это чувство очень сложно перепутать с чем-то другим. У меня такое было, когда я стояла на пьедестале, звучал гимн России, мы стоим с медалями, я вижу, как все это происходит вокруг меня, и вот тогда я словила чувство эйфории. Для меня, наверное, эйфория была чуть раньше. Это когда после хорошего произвольного проката ты делаешь поклон и просто понимаешь, что это классное чувство. Наверное, это чувство эйфории, правда? Но это когда ты доволен своим прокатом, да. наверное. Физически, если говорить конкретно про прокат, да, то у тебя ломит просто действительно все тело, ты не чувствуешь какие-то части своего тела, тебе тяжело дышать, стоять, но эмоции берут верх. Вот мы сегодня спали 3 часа, проехали тренировку, все более-менее получилось, и мы кайфовали, вышли, ножки дрожат, ручки дрожат, а внутри все спокойно. Это уже после. Эйфория. Только подъехали, да. Чувство какой-то чрезмерной радости, может быть, в какой-то мере спокойствия, удовлетворения, что-то такое приятное. Это как квинтэссенция чувств такая. Ты одновременно, если переносить фигурно-катательную среду, то это у тебя одновременно и контроль, и идет полное такое погружение в образ, порыв эмоций, и, в общем, ты становишься чем-то. Вдохновляющее такое ощущение. Какое-то как счастье, что ли, только что-то большее. Высокая степень радости. Какие-то бабочки в животе. Удовлетворение от того, что делаешь в моменте. Не после, а во время. Это трудно так описать словами, это только прочувствовать, мне кажется, можно, и от каждой ситуации это по-разному происходит. Это сейчас после тренировки произвольно вообще эйфория, что можно целый день в номере поваляться, покушать вкусно, погулять. Вообще супер. Эйфория после хорошей проделанной работы.
покалывает ноги, отпускает руки. Это вот когда в раздевалку приходишь, вот так вот садишься, Да. и просто ты 10 Немножко минут в сводит ауте. зубы. Но это уже у тебя что-то другое. Нет такого. Мне кажется, это моментальное счастье от какого-то спонтанного события, когда ты не ожидаешь, что ты можешь испытать такую положительную эмоцию, и вдруг по щелчку пальцев это на тебя накатывается, и ты в какой-то момент погружаешься как раз в эту это эйфорию. не обязательно может быть неожиданно. Может Вот быть, для меня это почему-то это с когда ты неожиданностью ставишь цель, ее Вот достигаешь. когда ты ожидаешь, это уже не может назвать. Для Не, ну меня ты же нельзя назвать. ждешь, и когда ты достиг ее, вот оно случилось. Это просто вот счастье. А эйфория — это что-то неожиданное. Просто счастье — это пойти поесть. Это тоже счастье. А когда ты достиг цели, вот это эйфория. Ой, ну чаще всего, конечно, от чего-то вкусного. Вот после соревнований идешь покушать картошечку фри, не знаю, и сразу же просто эйфория накрывает. Так вкусно рассказала, на самом деле. Я, в принципе, солидарен, я не буду ничего говорить. Ну, я вот возмущаюсь, когда дома не прибрано. Очень сильно возмущаюсь своей сестре. Не знаю, я возмущаюсь только на тренировке обычно, на Милану, и все. И раздражаюсь тоже на Милану. И возмущение, и раздражение, все на меня. Весь спектр эмоций Весь. Милана впитывает обычно, да. Я как губка на тренировках. Но неправда, я потом вообще-то извиняюсь обычно, Это говорю, точно. что я неправда. Возмущает, когда сразу с первого раза не получается. Ну да, я думаю, то, что это актуально для каждого спортсмена, и первое, что приходит в голову, именно такая мысль. Все и сразу, с первого раза. Да. Несправедливость. Самое, мне кажется. Мне кажется, это всех возмущает. У меня вот сейчас идут экзамены в университете, и к некоторым студентам особое расположение есть у преподавателей, и у меня иногда как раз возмущение. У нас есть один студент, который уже взрослый мужчина, и почему-то считает, что молодые ребята должны делать задания, а взрослый мужчина не должен делать задания. Ему можно просто так все составить. Я, наверное, соглашусь. Я в среду буквально час 20 отвечал, а меня просто проигнорировали. Вот поставили оценки всем, кроме меня. Но я набрался смелости, я нашел его в телефон, я ему написал, в чем же дело. Он говорит, я хотел тебя замотивировать. Но мне показалось, что это несправедливо. Паршал базового уровня. Когда партнерша не делает то, что я говорю, да? Да, когда партнерша не слушается. Это возмущение. Тренировки рано утром. Наверное, самая банальная несправедливость бывает и в жизни, и в спорте. Несправедливость возмущает. Например, несоответствие работы человека и достатка. То есть, условно, меня, например, возмущает, что врачи недооценены. Но не все. В основном меня возмущает вранье. А вот я набрал с тем, какой прокат мы едем сейчас на тренировку. Видимо, да. Договаривались на один, поехали другой. Я даже не заметила. Но я не замечаю. Когда ты выходишь, а на льду 8 градусов. И ты в соревновательном костюме, да? В принципе, мы достаточно такие спокойные и понимающие люди, поэтому, чтобы нас прям вывести, это, наверное, надо постараться. Вот, а так, наверное, может быть, какая-то суета очень... Чрезмерно. Да. Вообще ранние тренировки, если честно, самое большое возмущение. Ой, да честно, все устраивает, как бы. Не, ну, я думаю, что когда что-то вот нечестно, когда тебя обманывают, когда что-то несправедливо происходит. Ты заказал картошку фри, а тебе пирожок принесли.